Здравствуйте. Я сразу хочу сказать, что в этом видео не будет систематизации позиций, именно как они должны выглядеть и в каком порядке в тренировочном процессе. Времени нету, но вот как получилось, так и получилось. Прошу писать что-то в комментариях, если у вас какие-то есть мысли. И я постараюсь поделиться интересными позициями и интересными мыслями именно по позициям и по тренировочному процессу. Давайте вот рассмотрим эту позицию, как бы ходили вы за черных. Позиция, сразу хочу сказать, что не чистая, но вот идея, то есть в этой позиции и следующей позиции, это своеобразно, можно сказать, затравка, разминка. То есть черные пошли FG7. Ну вот, кстати, именно в этой позиции неоднозначно. Я все позиции, кстати, с лидравса беру. В этой позиции неоднозначно, что это плохой ход. Почему, я сейчас поясню. Ну вот, идея думал я сначала, что CB4 наиболее логично. Но вот, может, FG7, кстати, будет потом проходить. Но давайте идею посмотрим, какая здесь была. Белые походили CB4, EF6. Ну, здесь вот очень сильно такой момент, можно сказать, есть в партиях вот одного из игроков. Он, я смотрю, часто очень не проводит элементарные идеи, и я потом позже объясню, почему это происходит именно на лидравсе. То есть понятно, что здесь была комбинация, вот это вот. Это один из моментов. А если же F6, то есть вот этот комбинационный удар. Почему я говорю, что позиция нечистая? Как-то я вот здесь вот покуда выигрыша я, честно говоря, не вижу. Поэтому, особенно в блиц, тут все очень, наверное, сложно было бы. Поэтому идея есть, но сказать, что она чистая, это будет неправильно. Давайте следующий момент, следующий фрагмент. Вот позиция тоже совсем простенькая. Ход черных, я специально ставлю за черных, как бы выходили в этой позиции. Ну, естественно, же F6 и ходов нету. То есть, если FE3, то получается, это в партии так было, там у них то есть потеряли шашку просто. Если BA3, то CB6, а на CD4, естественно, CD6, и не хватает просто защиты. Но это простенькая совсем позиция, но детям маленьким надо ставить. Она такая логичная. Но вот давайте сейчас к более таким сложным, я считаю, моментам и важным в тренировочном процессе перейдем. Здесь черные пошли АБ6 партии. Давайте вам сначала партию покажу. FG3. Вот это вот очень важная фиксация. И вот эта фиксация я бы назвал, давайте вот правильно по спортивной терминологии, если выучить вот этот вот прием, то будет положительный перенос и для 100 клеток. Точнее сказать, и для 100 клеток будет положительный перенос. Почему? Потому что вот эти вот позиции, фиксация вот этих вот шашек часто встречается в 100 клетках и часто не используют вот эту фиксацию. На что рассчитана фиксация? То есть, на GH4, естественно, GF, и одна шашка фиксирует две шашки. Очень сильная позиция здесь получается. А вот на DE7 скучность вот этих шашек получается, даже местами могут позиции со связками получиться. Вот CD2 тоже не спешат, опять приглашают сюда, чтобы сделать вот этот вот ход. А в партии было BA7 и GH4. И поставили GF4. Ну, естественно, как я уже говорил, если сюда, то получается позиция со связкой здесь. То есть, кстати, может со связкой, а может и не обязательно эту связку. Это я уже показал чисто с учебной точки зрения со связкой. А, наверное, я так чувствую, что и без связки тут выигрывается. Может, даже АБ2 и логичней здесь, в этой позиции. Но, в принципе, так, связка получается. Здесь шашки не играют, и тут шашки 3 не играют, естественно. А вот важный момент. Здесь как ходить все-таки за черных. И вот с точки зрения того, что я объяснил, очень нелогичный ход, но он очень эффективный за черных. Я опять делаю маленькую паузу. Вот GF4. И здесь, если посчитать чуть-чуть позицию, то, видите, шашка вот эта вот не забирается. Конечно,
Вот, допустим, для меня стоклеточника и как тренера очень плохой момент то, что шашка здесь на h6 стоит. То есть это каким-то образом тоже вот если в общем, да, стратегию смотреть тренировок, то, конечно, позиция может не чисто логичную, то есть если ее показывают за черных. Почему? Потому что вот шашка на h6 все-таки желательно ее на каком-то этапе не оставлять, чтобы ее не было. И то же самое в стоклетках. То есть вот это вот такой интересный тренировочный момент я рассказываю. Хотя многим покажется это не столь важно, и кажется, что нужно конкретику давать, но вот именно важный момент, когда обычно объясняешь вот эти круговые, точковые позиции, то есть стараешься объяснять, чтобы вот этой шашки h6 именно не было. Ну, в данном позиции h6. Там, если белые ставят, то a3. То есть cd2. Кстати, вы высказываете мысли в комментариях, смело высказывайте. Мне интересна дискуссия, кто как тренирует, кто как объясняет. Все-таки это всегда интересно и всегда полезно, я думаю. Вот FG3 здесь нельзя. Видите, шашка забирается, но надо объяснять, что есть исключение. То есть шашка забирается, ну вот не забирается, точнее сказать, защищается. Я уже неправильно опять сказал. А если CD2, то DE7. Вот такая вот позиция получается. Я считаю, что вот это интересная позиция была. А вот, наверное, одна из основных тем вот моего сегодняшнего видео. Смотрите, был ли драфт? Естественно, ход черных, но вы уже поняли, что комбинация есть в один ход. И вот перед человеком стоит ситуация провести вот эту комбинацию и дальше партия, чтобы не продолжалась. Вот это очень показательная партия, еще раз скажу сейчас такую фразу, очень показательная партия. Чтобы партия не продолжалась, то есть извлечь результат в лидрафте, либо именно продолжить эту партию и извлечь тренировочный результат. То есть, что важнее для вас, то, естественно, то вы должны и выбрать в данном случае. Но бывает и результат хочется, бывает по-разному все бывает, то есть в зависимости от самочувствия и так далее. То есть не провел он, видите, не провел он BC5, пошел, не провел он вот эту простейшую комбинацию. Дальше вот интересно так вот складывалась позиция. Здесь вообще GF4 отдали. То есть тоже непонятно, почему они отдали тут. И опять вот интересная очень партия. Опять почему не ходит GF2, то есть вообще ничего не видно. Понятно, что вот это вот идея. То есть видите, как-то они еще вот GH2, ну и вот здесь вот можно ставить как интересную такую вот позицию за черных. Добивают позиционно, хотя выигрыш есть, нету. Я вам всегда говорю, что смотрите, анализируйте. То есть, ну давайте посмотрим, как было в партии. И я напоминаю, что чисто вот эту позицию рассматривал с тренировочной точки зрения, поэтому могут быть какие-то нюансы. Вот смотрите, видите, позиция какая получилась. Раз. Ну и в конце концов тут получил он выигранную позицию, но даже вот здесь вот получается по флагу он проиграл. Я думаю, что по флагу он проиграл черным. Но он здесь получил вот эту выигранную позицию. То есть такая позиция интересная с точки зрения, ну, то есть люди продолжали играть, несмотря на явные ошибки, да, но играют игроки достаточно неплохо, да, и поэтому в принципе, видите, я думаю, что там все-таки был тренировочный эффект какой-то, не игровой эффект, то есть не играли на результат, а играли просто для тренировки. Так, вот здесь вот опять интересный момент, давайте я поверну. Черные пошли HG5. И вот здесь вот давайте посмотрим, как выигрывать за белых. Тоже форсировано практически. Форсированная идея. Получается DC3. То есть на этот ход, основная идея на этот ход. Получается, так, на этот ход
Получается, это я понял, что бразильская, наверное, версия. О, кстати, видите, я чуть-чуть ошибся. Я по русской версии анализирую, а видно бразильская версия. То есть на этот ход, получается, мы бьем на, если русская версия, на G3, одну бьем и вот две шашки бьем, получается. Поэтому вот такая вот идея стоит. Здесь FG. То есть, видите, и получилась автоматом связка. То есть, вот. И выигранная позиция. Ну, можно ставить тоже вот чисто для расчета вот эту вот позицию. То есть, вот здесь такая форсированная игра получается. Поэтому можно ставить именно на тренировках. Так, дальше. Так. А, вот здесь вот, да, интересно, тоже момент был. Пошли в партии АБ4, ЦД6, и вот здесь вот через пару ходов они буквально, ну, понятно, что сдались, да? А вот здесь вот давайте посмотрим, как ходить. Как ходить бьем. То есть ЖФ. Естественно, вот эти вот ходы. Кстати, здесь не проходит комбинация. Тоже такой момент. Вот интересный момент, что не проходит комбинация. Потому что получается вот это вот ловля, точнее сказать. Тактика хотел сказать, но это ловля. Так. Нет, подождите. Хотел вот это вот показать. FG. И здесь на GH4 вот это вот есть тактический момент, точнее сказать, есть. Вот таким образом надо было играть. То есть, ну вот идет везде вот это вот скрытие. Кстати, здесь стоклетки, видите, стоклеточное правило. Бразильская оказалась бразильская. Я не обратил внимания, что бразильская версия. Но, естественно, если бразильская версия, то тут сразу идет тактика. Вот это вот. То есть мы тут перескакиваем то бразильская версия, то русская. Я вот прошу прощения, так я, конечно, чуть не обратил внимания, потому что позиция интересная, вроде бы, но не обратил внимания, честно говоря. А ВР автоматически тут выдает. Поэтому так, на CD6, по-моему, даже вот этот есть ход. Надо посмотреть, да, вот тоже такая же тактика есть. Поэтому, в принципе, в русских шашках можно так использовать. Ну, в принципе, можно позиции, я думаю, брать с русских и из бразильских шашек. То есть, ну, просто вот как-то переносить их с одного вида на другой. Вот я уже заговорил об переносе, положительном и отрицательном. А вот был так, давайте сейчас посмотрим то, что я хотел показать. Основной момент, точнее сказать, кто я хотел показать. То есть вот так, и АБ4. Вот здесь именно закрываемся, потому что уже на G7 вот эта тактика идет. А на CD6, BA3 и опять везде идет, везде вот на эти ходы, допустим, идет везде тактика, да, получается. Ну вот DE3, DE надо правильно отдавать, естественно. Вот это вот тактика идет. Получается вот такая вот интересная задумка. То есть тоже можно давать как счетную позицию. Естественно, здесь надо отдавать FE3 и вот играть эту позицию. Так и так. Ну, наверное. Кстати, можно еще смотреть и на C3. Вот здесь я не знаю, может даже на C3 и точнее будет. Потому что потом этот ход надо, наверное... Так, если ходить... Если куда-то ходить АБ6, то будет вот этот вот ход с разменом. То есть будет размен стоять. Не обязательно его сразу, но будет размен стоять. А вот если ходить сюда, может... Давайте так. Можно, наверное, в принципе, и напасть. Ну да, здесь можно напасть. И на этот ход есть же такая идея. То есть этот ход плохой. Ну, вот такие вот идеи есть, но здесь так или иначе надо искать. Это не основная мысль была у меня в позиции. Поэтому вот, получается, такая позиция стояла. Так, ну, на этом мы сегодня
На этом мы сегодня заканчиваем. Надеюсь, было интересно. Ну и жду ваших комментариев, потому что ошибки, видно, есть, комментарии будут. И по вот моим выводам по тренировочному процессу мне тоже интересно ваше высказывание. Итак, до новых встреч.